Всем привет! Всем привет! Как дела? Как ваше настроение? Сегодня у нас будет такое видео размышления. Я бы хотела, надеюсь, я вас хотела бы натолкнуть на, может быть, такое небольшое размышление, переосмысливание. И речь пойдет у нас о протезировании. Вы знаете, я заметила, что существует огромная разница между вот нашими пациентами, которых я вижу здесь в Канаде, и не всеми из вас, из моих подписчиков, но я бы сказала, большая часть моих подписчиков. То есть если посмотреть две эти категории, то подход к тому, что такое протезирование, для чего оно делается, для чего оно служит, это два совершенно разных подхода. Вы, мои подписчики, ну не все, наверное, да, но большая часть моих подписчиков, то есть вас, я заметила, что люди настраиваются, ну если был протез колена, протез бедра, то люди настраиваются на какие-то минимальные результаты, то есть будь то, ну в основном это избавление от боли и достижение каких-то минимальных результатов, допустим, чтобы после протезирования можно было там ходить с костылями, либо там с палочкой, либо там как-то передвигаться лучше, чем человек передвигался до операции. Но все это какие-то минимальные, знаете, такие минимальные цели, которые вы ставите перед собой. Даже иногда, что меня, я вам честно скажу, поначалу шокировало, удивляло, были такие комментарии, вопросы, дает ли протезирование инвалидность. Потому что в моем понимании нет, протезирование делается совершенно с обратной целью, чем получить инвалидность, да. Это вот, да, мои подписчики мне пишут на канале. А если мы возьмем подход здесь у нас в Канаде, то протезирование вот у всех людей, у нас реабилитологов, да, у людей обычного населения, протезирование делается с целью улучшить качество жизни пациента. То есть, чтобы пациент смог не просто избавиться от боли, не просто минимально ходить, передвигаться с палочкой, а чтобы он мог делать то, что он не мог делать до протезирования. То есть, два совершенно разных подхода к целям протезирования. Почему я решила снять это видео? Я ни в коем случае не хочу там никого обидеть, не хочу критиковать ни в коем случае, но все-таки, если вы у меня на канале, да, если вы смотрите мои ролики, если прислушиваетесь иногда к тому, что я говорю, я бы все-таки хотела, чтобы вот у тех людей, которые на моем канале, люди с протезированием, чтобы вы держали в голове, что протезирование, замена сустава, да, будь то колено, будь то бедро, будь то плечо, оно делается с целью улучшить качество вашей жизни. Существует такое понятие, как качество жизни, да, то есть это то, как человек живет, то, что он в состоянии делать, в состоянии ли он делать то, что он хочет, да, это все составляет качество нашей жизни. Так вот, я бы очень хотела, и я надеюсь, что некоторые из вас прислушаются, я бы хотела, чтобы вы, люди с протезированием, особенно колена, вы настраивались на то, что после протезирования вы ни в коем случае не становитесь инвалидами, вы ни в коем случае не настраиваетесь на тот минимум, который, возможно, вас настроили там медсотрудники, не знаю, врач или там реабилитолог в вашей стране, чтобы вы знали, что протезирование на самом деле, оно дает, мне кажется, это вообще просто супер огромное достижение нашей медицины, и что если преподнести правильно
цель протезирования пациенту, чтобы, если настроить правильно пациента, то можно добиться просто невероятных результатов. Просто изменить жизнь человека и сделать жизнь на несколько уровней лучше. Зависит все только от вас и только от того, как вы к этому подойдете и как вы к этому будете настроены. Не настраивайтесь на минимальный результат. Всегда настраивайтесь на что-то большее. Всегда стремитесь к чему-то большему, да, после протезирования. Не пытайтесь получить только то, что у вас было до операции. Пытайтесь идти всегда немного дальше. Если вы не могли заниматься какой-то активностью, каким-то спортом, то после протезирования настраивайтесь на то, чтобы попробовать что-то новое, чтобы попробовать, не знаю, прогулки, скандинавскую ходьбу, да что угодно, велосипед, плавание, не знаю, силовые тренировки. Не настраивайтесь на то, чтобы беречь свой сустав, да, чтобы делать тот минимум, который вы можете делать. То есть настраивайтесь всегда на что-то большее. Я не знаю, я, честно говоря, не знаю. У меня была вот такая идея настроить вас, как бы дать вам, может быть, немного другой взгляд, преподнести вам, ну, как подсказать другой немножко взгляд на протезирование, что как бы все-таки для меня основная цель протезирования, почему это делается, это для того, чтобы улучшить качество вашей жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы так и было. И мне бы очень хотелось, чтобы вы настраивались именно на это. Поэтому желаю вам хороших результатов, желаю вам хорошей реабилитации. Если у вас есть вопросы, пишите всегда в комментариях. Напишите также, что вы думаете, да, что вы думаете, с какой целью вы сделали протезирование, не знаю, какая вообще цель протезирования. Поделитесь своим мнением, мне интересно. Желаю вам хорошего настроения, всем до следующих роликов, всем пока.